Гамельн в герцогстве Брауншвейг, с Ганновером славным в соседстве. С юга его омывает река Везер, полна, широка, глубока, приятней нигде не найдешь уголка. Но многие слышали в детстве, что 5 веков тому назад испытал этот город не бурю, не град, а худшее из бедствий. Вы все знаете эту сказку. Как-то раз немецкий город Хамелин подвергся ужасному нашествию крыс. Крысы уничтожали запасы еды, бесчинствовали на кухнях, кусали младенцев в люльках и совершенно запугали местных котов, которые ничего не могли предпринять против крысиной армии. Но, к счастью, в город пришел незнакомец в пестрой одежде, играющий на дудочке. И он пообещал мэру города избавить Хамелин от крыс, если ему заплатят. Обрадованный мэр пообещал пришельцу 1000 гульденов, если тот спасет город от напасти. И дудочник начал играть на своей дудке веселую мелодию. И все крысы повылазили из щелей подвалов и стали следовать за ним, очарованные музыкой. Дудочник вышел из города, ведя крыс за собой, и пошел прямиком к реке Везер, а потом вошел в реку. Крысы слепо последовали за ним в воду, пока не утонули все до одной. Но когда дудочник, которого все теперь называли крысоловом, пришел к мэру Хамелина за оплатой, тот заплатил ему всего 50 гульденов вместо обещанной 1000. А когда тот стал настаивать, мэр возмутился, обвинил его в вымогательстве и пригрозил, что силой вышвырнет бродягу из города. Оскорбленный дудочник ушел, пообещав отомстить мэру и всему городу Хамелину. В день святых Иоанна и Павла, когда все взрослые были в церкви, дудочник вернулся, в этот раз одетый в неброскую охотничью одежду. И он начал играть на своей дудке веселую мелодию. И все дети Хамелина вышли из домов, очарованные музыкой, и последовали за крысоловом, как привязанные волшебной веревкой. 130 детей ушли из города следом за незнакомцем, и больше их никогда не видели. Взрослые узнали о произошедшем от 3 ребят, оставшихся в городе. Один был хром и не мог последовать за крысоловом, другой был слеп и тоже не смог увязаться за толпой, а третий был глух, и на него волшебство не подействовало. Так страшно крысолов наказал город за невыполненное обещание. Сказка «Ложь давней намек», говорим мы, и в современном английском языке даже есть выражение «пора платить дудочнику», что означает «пора расплачиваться за последствия своих действий». Как бы вам ни хотелось, придется отвечать за все ваши решения. Дудочник – это европейское воплощение кармического воздаяния. Следит за тем, чтобы ни один из ваших поступков не остался безнаказанным. Очень назидательная легенда. И все бы ничего, если бы эта легенда не называла точную дату произошедшего. События в Хамелине случились 26 июня, в день Иоанна и Павла, 1284 года. Точность этой даты и упорство, с которым несколько исторических источников рассказывают историю о хамелинском крысолове как нечто случившееся в действительности, заставляют ученых думать, что, может быть, это не совсем сказка или совсем не сказка. Возможно, что летом 1284 года в саксонском городе Хамелине действительно произошла какая-то ужасная трагедия, лишившая город всех детей. Городская хроника Хамелина, датированная 1384 годом, начинается со слов «прошло 100 лет, как наши дети ушли». Довольно странное начало истории города. Город Хамелин, или Хамельн, возник на месте бенедиктинского аббатства, стоявшего на берегу реки Везер. Аббатство располагалось на самом удобном месте для переправы через реку, и постепенно вокруг него выросло укрепленное торговое поселение, а потом и целый город. К 17 веку он станет мощной крепостью, за свои укрепления прозванной Северным Гибралтаром. Но в 13 веке Хамелин был еще небольшим свободным городом,
основное богатство которого происходило от зерна. В окрестностях было много полей, где выращивали пшеницу. Поэтому крысы были серьезной перманентной проблемой для жителей. Исследование 1995 года показало, что всего 40 крыс могут сожрать 185 килограмм зерна в год и испортить своим пометом еще в 3 раза больше. Учитывая, что одна пара крыс может произвести в год 10 тысяч крысят, ситуация становится катастрофической довольно быстро. Кошки могут контролировать крысиные набеги, но по разным причинам может случиться, что крысиная атака станет бесконтрольной и очень травматичной, особенно для тех, кто хранит большое количество зерна на продажу. Поэтому тот факт, что крысы стали главным бедствием средневековой притчи, неудивительно. Удивительно то, что крысы попали в историю о дудочнике в пестрых одеждах только в версии 1559 года. Некий граф Фробин Кристоф фон Циммерн включил версию этой легенды в свой Циммернриш Хроник. Это легендарная история рода графов Циммерн. Так вот, это, по-видимому, самый ранний отчет о трагедии в Хаммерине, в котором упоминается нашествие крыс. Более ранние источники, а их предостаточно, вообще ничего не говорят о крысах. В городской хронике Хаммерина о крысах ничего не говорится, просто сообщается лаконично, что наши дети ушли. Люнебургская рукопись, датируемая серединой 15 века, что за 100 лет до графа фон Циммерна, рассказывает подробнее. Далее следует чудесное чудо, произошедшее в городе Гамлин в 1284 году от Рождества Христова в праздник святых Иоанна и Павла. Некий юноша 30 лет, красивый и хорошо одетый, так что все, кто его видел, восхищались его видом, перешел мост и вошел в город через западные ворота. Затем он начал играть по всему городу на великолепной серебряной свирели. Все дети, которые слышали его свирель, в количестве 130 человек последовали за ним к восточным воротам, а затем из города к так называемому месту казни или Голгофе, и там они исчезли, так что никаких следов найти не удалось. Матери детей бегали из города в город, но ничего не находили. Написано: «Голос слышен был с высоты, и мать плакала о сыне своем». И так считают годы по году Господа нашего, так и жители Хаммелина считают годы после исчезновения их детей. Этот отчет я нашел в старой книге, а мать декана Иоганна фон Люде видела, как дети уходят. Эта мать, точнее бабка декана фон Люде, оставила самый ранний, но не сохранившийся отчет о событиях. Рассказывают, что в семье декана Люде был молитвенник, в котором рукой его бабушки на латинском языке было сообщено о том, как все дети города загадочно исчезли, и она была очевидцем этих событий. В те времена люди использовали семейные библии и молитвенники для фиксации важных событий – рождений, смертей и, по всей видимости, катастроф районного масштаба. Ни о каких крысах там не идет речи. Загадочный дудочник безо всякого повода причинил городу Хаммелину такое горе. Часть старых городских ворот сегодня выставлена в музее Хаммелина. На ней имеется надпись, подтверждающая, что жители города действительно вели счет годам от года пропажи детей. В 1556 году, через 272 года после того, как волшебник похитил из города 130 детей, были заложены эти ворота. Точная дата пропажи детей значится на фасаде так называемого дома Крысолова. Там написано: в 1284 году, в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пеструю одежду флейтист вывел из города 130 рожденных в Хаммелине детей на Коппен близ Кальварии, где они пропали навсегда. Этот Коппен, лысая голова, часто переводится как Голгофа, что в принципе соответствует переводу, и это придает всей истории еще более страшный мистический оттенок. Неизвестно, который из окружающих Хаммелин многочисленных холмов имел в виду автор текста, но дети пропали не где-нибудь, а на месте, которое называлось Голгофа.
Иногда история рассказывает, что они вошли в пещеру в горе, или гора раскрылась и поглотила их. Ужасная история, почти как третья часть саги о приключениях сестры Пелагии. Я, кстати, была вне себя от окончания этой книги. Не буду спойлить, но если вы читали, вы понимаете, что я имею в виду. Могло ли такое случиться, что все или почти все дети Хамелина действительно в один день поднялись, привлеченные каким-то пришлым человеком, и в едином порыве покинули город? Если вы верите в то, что это хотя бы до какой-то степени правда, то для вас существует несколько интересных версий происшедшего. Во-первых, если не сильно придираться к датам, то можно вспомнить, что тогда, в XIII веке, через Центральную Европу и особенно Францию и Германию прокатывается движение, которое в литературе называют крестовым походом детей. С XI по XVI век христианский народ периодически стихийно собирался в походы в Святую Землю бить неверных. Эти так называемые народные крестовые походы не были санкционированы папством, как официальные крестовые походы рыцарей, которые были нормальными военными экспедициями по выбиванию мусульман из Иерусалима и окрестностей. А это были скорее массовые вооруженные паломничества, которые Папа Римский и светские власти осуждали, как и все массовые, плохо организованные сумбурные мероприятия. Они вели к плачевным результатам. Паломники, впервые выбравшиеся из своей деревни, плохо представляли себе масштаб предприятия и принимали каждый большой город за Иерусалим, ввязывались в драки с местными, организовывали по дороге кошмарные избиения евреев. А если им удавалось добраться до земель, населенных неверными, те с легкостью разгоняли их или уничтожали. Так вот, Народный крестовый поход 1212 года называют детским, потому что в нем, по всей видимости, приняло участие большое количество несовершеннолетних, привлеченных проповедями двух юных пассионариев – Николаса Кельнского и Этьена из Клуа. Эти двое призывали пойти отбить гроб Господень не силой, а по-хорошему, посредством веры, обещая, что море расступится перед паломниками, а магометяне массовым порядком добровольно перейдут в католичество, умилившись чистыми молитвами детей. Все это предприятие имело самые печальные последствия. Николасу удалось собрать порядка 7 тысяч человек, и они чуть не погибли все в Альпах, но часть из них дошла до Генуи, где они попытались перейти море пешком, но оно перед ними не расступилось. 12-летний Этьен, совершавший, по уверениям современников, чудеса, потащил за собой несколько десятков тысяч человек, и они добрались-таки до Марселя, где часть из них, похоже, была взята на какие-то корабли, отплывающие на восток, где их, по всей видимости, по приезду продали в рабство. Как вы можете догадаться, эти движения не были популярны среди родителей всей Европы. Даже князья некоторых областей, через которых проходили юные паломники, обращались к ним с увещеваниями перестать дурить и идти по домам. Взрослые были настолько против, что отец Николаса в его отсутствие был повешен разгневанными родителями детей, ушедших за Николасом в Святую Землю. Было ли исчезновение детей в Хамелине частью этих событий? Это не очень соответствует легенде о крысолове. Во-первых, потому что все источники упорствуют в дате 1284, а это на 72 года позже детского крестового похода. А затем пестрый наряд крысолова, эта деталь фигурирует во всех сказках, плохо соответствует образу религиозного агитатора. Этот пестрый, броский, привлекательный наряд, из-за которого по-английски он так и называется – Pied Piper – пестрый дудочник, скорее делает его похожим на артиста, на жонглера, то есть на скомороха. И вообще на кого-то скорее антирелигиозного и совращающего молодежь с пути истинного. Потому что, если вы заметили, с крысоловом ушли те, кто в тот день не был в церкви. И это навряд ли совпадение.
Яркий, привлекательный образ крысолова и то, что событие это происходило 26 июня, то есть очень близко к праздникам летнего солнцестояния, позволяет предполагать, что в легенде отразился все еще существовавший в XIII веке конфликт христианства с древними языческими традициями. Колесо года, Иван Купала, Лита и прочий паганизм. День летнего солнцестояния по-немецки называется Sommersonnenwende, что в дословном переводе означает «поворот летнего солнца». И этот день отмечался вовсю. Еще в 1653 году городской совет Нюрнберга издал следующий приказ. Практика показала, что согласно старым языческим обычаям, в день Иоанна каждый год, как в деревнях, так и в городах, молодыми людьми собираются деньги и дрова, и там, на так называемом Sonnenwende, зажигаются костры и при этом пьют вино, танцуют вокруг упомянутого костра, прыгают через него, жгут различные травы и цветы и подбрасывают головни от упомянутого огня в полях. И многими другими способами практикуют всякое суеверие. Поэтому достопочтенный городской совет Нюрнберга не может и не должен воздерживаться от устранения всех подобных непотребных суеверий, язычества и опасности пожара в предстоящий день святого Иоанна. Это напоминает середину 17 века, так что я уверена, что в 13 веке эти непотребные пожароопасные обычаи были очень распространены. Наряженная в пестрые одежды молодежь под звуки свирелей отправлялась в холмы и леса прыгать через костры и практиковать всякие суеверия. Их, наверное, неоднократно предупреждали, что все эти шаманские языческие действия добром не кончатся. И, видимо, произошло какое-то несчастье. Навряд ли в горах раскрылась пещера, прямиком ведущая в ад, как утверждают некоторые рассказчики. Но молодежь могла массовым порядком увязаться за каким-то языческим проповедником или за сектой. А еще есть исследователи, заметившие, что рядом с городом располагается местность, издревле известная под именем Чертова дыра. Такая болотистая котловина, путь которой лежит через узкое горное ущелье. И одна немецкая исследовательница предположила, что дети, направляясь на праздник, в этой чертовой дыре были застигнуты внезапным оползнем. Причем никто из 130 человек не спасся. А она попыталась получить от правительства Германии грант на раскопки в черной дыре, но получила отказ. То, что в некоторых рассказах, включая чрезвычайно популярную литературную адаптацию «Братьев Гримм», утверждалось, что дети не просто сгинули, а ушли в дыру в горе и оказались в Трансильвании, то есть они ушли в некий туннель, породило еще одну интересную теорию, что крысолов на самом деле был вербовщиком, зазывавшим немецкую молодежь переселяться в опустошенную татаро-монголами Восточную Европу. Народная традиция утверждала, что немцы, появившиеся примерно в это время в Трансильвании, были никем иным, как заблудшими детьми Хамелина, которые, совершив свое долгое путешествие через подземные ходы, вышли на свет Божий через вход в пещеру, известную как Алмстехохле, на северо-востоке Трансильвании. Предполагается, что в прошлом всех жителей города называли городскими детьми, вне зависимости от их реального возраста. То есть, возможно, что легенда говорит не о детях в прямом смысле слова, а о молодых людях и подростках. В принципе, к этому моменту в Германии сложилась благоприятная ситуация для массовой трудовой миграции. К XIII веку перенаселение привело к закреплению во многих местах принципа майората, по которому наследство не делилось между сыновьями, а целиком переходило в руки старшего сына. Остальным предоставлялась возможность устраивать свою судьбу как им угодно. И эта безземельная молодежь была отличной добычей для вербовщиков, обещавших хорошую жизнь и даже денежную награду тем, кто захочет переехать на новое место.
Тысячи молодых людей из Нижней Саксонии и Вестфалии направились на восток. И там сейчас находят около дюжины вестфальских топонимов. Деревни с одинаковыми названиями существуют недалеко от Хамелина, также к северу от Берлина и недалеко от Старограда, это в современной Польше. В сегодняшних польских телефонных книгах встречаются фамилии Хамель, Гамелер и Хамельников. И, по всей видимости, эти имена произошли от названия города Хамелина. И это, пожалуй, самая популярная на данный момент версия того, что приключилось тогда в Хамелине. Хотя, конечно, она не объясняет драматичности и одномоментности произошедшего. Трудно представить себе, что вся молодежь города в один день собралась и отправилась в эмиграцию, и родные оплакивали их как погибших. Но образ дудочника, обаятельного и шикарного, соблазняющего молодежь уйти с ним искать счастье, хорошо соответствует образу тогдашних вербовщиков, зазывавших людей искать лучшей жизни в других странах. Но есть, конечно, много людей, считающих, что дети не ушли из города, а просто умерли. Что крысолов был символической фигурой, олицетворяющей смерть. Смерть, играющая на флейте и пляшущая. Это обычный средневековый литературный сюжет. Пляска смерти, аллегория торжества разложения над жизнью. События в Хамелине происходят почти за полвека до первой пандемии чумы в Европе. И вообще никаких крупных катастрофических эпидемий в то время, в том месте не зафиксировано. Но это, конечно, не отменяет возможности достаточно злостной локальной эпидемии чего угодно, особенно тяжело ударившей по детям. Есть болезни, обрушивающиеся всей своей мощью именно на детей и чрезвычайно заразные, как дифтерия, к примеру. С эпидемиологической точки зрения это невозможно для небольшой замкнутой городской общины за короткий срок, буквально за пару недель, потерять почти всех детей. Вверху ссылка на мой рассказ о героическом усилии по спасению города Нома на Аляске уже в 20 веке. Там подробно об этом рассказывается. Возможно, именно поэтому в легенду о дудочнике позже, уже после того, как Черная смерть опустошила Европу, добавили историю о крысах, которые вот буквально до последнего времени винились в распространении чумы. Есть еще одна очень экзотическая теория, связывающая исчезновение детей с другим типом эпидемии, с массовым психогенным заболеванием, танцевальной манией. Между XIV и XVII веками в континентальной Европе прошло несколько вспышек массовой истерии, когда сотни и даже тысячи людей начинали буйствовать, плясать, вести себя в целом неуправляемо и дико, и они танцевали до тех пор, пока не падали в обморок от утомления. Среди современных ученых нет единого мнения относительно причины этих инцидентов. В те времена это считалось проклятием, посланным каким-то святым, обычно святым Витом, и поэтому это назвали пляска святого Вита. Не нужно путать это состояние с неврологическими заболеваниями, сопровождающимися непроизвольными подергиваниями тела, то есть с разнообразными хореями. Тогда это было явно психогенное заболевание, которое внезапно начиналось, распространялось среди большого количества людей и также внезапно прекращалось без следа. Мои подписчики на блогах, вероятно, помнят рассказ об эпидемии смеха в Танганьике. Это, по всей видимости, было нечто похожее и тоже было вызвано ежедневным невыносимым стрессом и невозможностью как-то выплеснуть свое отчаяние. Но при чем же тут легенда о крысолове, вы спросите? В 1237 году большая группа детей, прыгая и танцуя, ушла из Эрфута в Арнштадт, это 20 километров, видимо, под воздействием такой танцевальной мании. В другом инциденте, произошедшем в 1278 году, около 200 человек танцевали на мосту через реку Маас,
что привело к его обрушению и гибели многих. Что показывает, что такие эпизоды массовой истерии, особенно если они включают в себя преимущественно детей, могут привести к ужасным несчастным случаям и гибели большого количества участников. Поэтому эта версия, хоть и никак не подтвержденная, все-таки не совсем абсурдна. Если в Танганьике пришлось на 3 месяца закрыть несколько школ, потому что дети стали неуправляемыми, то что бы остановило детей целого города в приступе истерии покинуть дом и уйти навсегда искать счастье? Сказка о Хамелинском дудочнике была неоднократно переведена и пересказана, переложена стихами и для театра. Сказка братьев Гримм 1816 года и стихотворение Роберта Браунинга 1842 стали основным источником для вдохновения для литераторов и драматургов XIX и XX веков. Эта легенда не старела. И за прошедшие века люди по-разному переосмысливали эту историю и делали из притчи разные выводы. К примеру, в современном английском языке закрепилась поговорка «пора платить пестрому дудочнику», что означает «пришло время расплачиваться за свои поступки и принимать на себя ответственность». Мы вчера вечером выпили бутылку абсента, несмотря на то, что Юля нас предупреждала, что этого делать не следует, и сегодня утром мы расплачиваемся с дудочником. Уже с самого начала XIX века харизматических популистских лидеров, увлекавших за собой массы, начали называть в критике хемлинскими крысоловами. Этого титула удостаивались многие, от Наполеона до Гитлера, как лидеры тоталитарных сект, так и главы политических партий. Но интересно, что образ крысолова иногда толковался позитивно. К примеру, после того, как Великобритания вступила во Вторую мировую войну, была проведена операция «Крысолов», в ходе которой 800 тысяч детей было эвакуировано из промышленных городов Великобритании в сельскую местность, чтобы уберечь их от бомбежек. Потому что это зависит от контекста и от идеологии автора. Считать ли факт того, что дети ушли и не вернулись, трагедией или чем-то положительным? К примеру, в сравнительно малоизвестной повести Стругацких «Гадкие лебеди» тема уходящих навсегда детей переосмысливается совершенно иначе. Я не хочу пересказывать сюжет, может быть, вы захотите прочитать или перечитать. Это философско-фантастическая повесть, где дети фактически уходят из своего тоталитаристского города, в котором постоянно идет дождь, в будущее. У группы «Телевизор» в альбоме «Отечество иллюзий», один из классических перестроечных альбомов постсоветского рока 86 или 87 года, если не ошибаюсь, есть песня по мотивам «Гадких лебедей». Она так и называется «Дети уходят». Помните? Дети уходят, и никаких революций. Просто уходят, они не хотят вам мешать. Доживайте спокойно, они никогда не вернутся. Прошлое в ваших руках, но завтрашний день вам у них не отнять. И это была история о дудочнике крысолове из Хамелина. Спасибо вам за внимание. Напоминаю, что теперь вы можете смотреть это и последующие видео без рекламных вставок на Бусти и Патреоне. Привет всем моим подписчикам. Спасибо вам за поддержку. На сегодня у меня все. Выполняйте обещанное. Всего вам доброго и до свидания.